Здравствуйте, друзья! Продолжаю знакомить вас с новостями денацификации. Как вы помните, в качестве оправдания своего вторжения в Украину Владимир Путин называл именно денацификацию, то есть борьбу с украинскими националистами, которые негативно относятся к России. Но в результате 4 месяцев такой денацификации Россию теперь ненавидят по всей Украине. Все население стало националистами, и теперь на востоке Украины к России относятся даже хуже, наверное, во многом, чем на Западе. Если раньше антироссийские настроения преобладали в западных областях, то после того, что сделала Россия с востоком Украины, там люди теперь просто радикализовались и Россию иначе как оккупантами, агрессорами, врагами не называют. Радио «Свобода» выложила интервью с мэром Харькова Игорем Тереховым. Для тех, кто не в курсе, я просто поясню, что до войны он считался вполне, как у нас говорят, таким ватным политиком. Таким пророссийским, который был за дружбу, который был за русский язык, против декоммунизации и так далее. Так вот, теперь этот человек называет Россию агрессором. Он заявляет, что весь Харьков Россию ненавидит. Говорит открыто о том, что Россия осуществляет геноцид жителей Харькова. То есть сегодня риторика мэра крупного города востока Украины ничем не отличается от риторики условного какого-нибудь Тягнебо, украинского националиста, какой она могла быть там 5-7 лет назад. Харьков недалеко от Белгорода, от границы с Российской Федерацией. И в свое время это был большой плюс для экономики города. Сейчас это большой минус, потому что с территории Российской Федерации нас постоянно обстреливают. Потому что с территории Российской Федерации вылетают ракеты. И они бомбят мирный город Харьков, убивают наших людей. Вот так вот Путин всего лишь за 4 месяца вылечил жителей Харькова и власти Харькова от каких-то иллюзий в отношении России, какой-то русофилии и пророссийских настроений. Вот это реальный результат того, что сегодня делает в Украине российская власть. И, как могут заметить российские патриоты, этот результат совершенно противоположный тому, что провозглашалось. Казалось бы, это какая-то причина, чтобы задуматься, что, может быть, вы что-то неправильно делаете. Россияне думать не очень любят, поэтому вы же не задумаетесь. О каких дружеских вообще может идти речь отношениях? Вы сказали, что хорошо харьковчане относились всегда к белгородцам, к россиянам. Да, хорошо. А сегодня о никакой дружбе никто не говорит. Сегодня уровень радикализма в Харькове, я думаю, больше, чем даже в центральной или западной Украине. То есть российская пропаганда 30 лет проклинала жителей Западной Украины, демонизировала галичан, рассказывала, что там живут какие-то фашисты-бандеровцы, и в итоге добилась того, что теперь точно такие же настроения и в Харькове. Тут, наверное, можно только поаплодировать. Это действительно уникальное достижение. Я не думал, что я при своей жизни такое увижу, но Путину удалось. Я никогда не мог подумать, что русские будут нападать на Украину, убивать нас. Но упоротые российские имперцы уже доказали, что ничего невозможного для них нет. И таким образом превратили даже вполне лояльных пророссийских харьковчан в жестко антироссийски настроенных людей. То, что сегодня делается, вы знаете, буквально со второго-третьего дня я сказал, это геноцид против украинского народа, против украинской нации. Почему геноцид? Да потому что, начиная прямо с первого дня войны, небывалая жестокость. Стреляли и стреляют в мирных людей. Обстреливали и обстреливают жилые микрорайоны, машины. Вы знаете, я до нынешнего года, до начала этой большой войны, относился сам к Терехову достаточно скептически и никогда бы не мог подумать, что я буду согласен с каждым словом, которое он скажет. Но в данном случае я согласен с каждым словом. Просто до Терехова дошло слишком поздно. Он прозрел только сейчас, но сейчас он повторяет все то, о чем, например, я и другие какие-то вменяемые украинские журналисты, политики, активисты говорили все предыдущие 8 лет. К сожалению, до некоторых людей дошло только после того, как Россия стала бомбить их дома. Как по мне, российские агрессоры целенаправленно уничтожают нашу инфраструктуру, целенаправленно уничтожают наши школы,
пытаются запугать нас, пытаются запугать харьковчан. Да, все это именно так. И очень важно, что это все говорит не просто, знаете, какой-то случайный житель Харькова на улице, а это говорит мэр, которого город выбрал. Он, какой бы там он ни был, имеет рейтинг в городе, авторитет. И кто-то может сказать, что да, вот он переобулся, он конъюнктурщик. Я уже говорил в предыдущем видео, которое я снимал про Юрия Бойко, я допускаю, что он мог переобуться, что он все это неискренне говорит. Но то, что он это говорит, означает, что его избиратели так думают. И он это говорит в угоду им, потому что сейчас в Украине, в украинском обществе только такое мнение. Все понимают, что происходит. Уже все настолько очевидно, что невозможно быть психически здоровым человеком и поддерживать то, что творит здесь с нами Российская Федерация. И то, что даже вот крупные политические деятели, там, мэры городов говорят вот эти вещи, озвучивают, это очень показательно. Это означает, что нет больше никакой пророссийской Украины, никакого пророссийского населения. Ничего нет. Путин от этого всех излечил, и теперь, как говорит Терехов, даже на Востоке люди еще более радикально относятся к России, негативно, чем на западе Украины. Путину удалось просто невероятно. Вот очень бы хотелось, чтобы россияне посмотрели это видео и поняли, что они сделали. И никаким оружием, никакими бомбежками эту ситуацию не изменить, мозги не переделать, понимаете, вы же в душу не залезете. Насилие не порождает ничего, кроме отторжения и ненависти. И никаким образом вы больше лояльных, дружественных украинцев не получите. По крайней мере, пока будут живы нынешнее поколение. Ничего вы с Украиной сделать не сможете. Поделитесь этим видео, друзья, и обязательно подпишитесь на канал, потому что мы здесь рассказываем правду о том, что сейчас происходит в Украине.